Зря я тебе позвонила. Тома, я твои мысли хочу знать. Что ты сделаешь? Тебе 62, а он молодой, сытый хам. И он мой начальник. Это видел весь отдел. Конечно, ему стоило продавать билеты в первый ряд. Ты знаешь, когда я вытряхнула сумку, зал, конечно, реагировал вяло. Но когда он сказал, что все равно найдет пропажу, и предложил мне для начала снять мою старую добрую кофту. Да, ты представляешь, он сказал, знаешь что? Он сказал, excuse me. А когда я уже сняла бадлон, он сказал, excuse me. В этом декольте уже больше никогда ничего не спрячешь. Бедный мальчик, представляешь, с ним никто никогда не занимался английским. Да, очень жаль. Скажи, пожалуйста, у тебя очень тяжелая сумка? Нет, нормально, все нормально. Ты доберешься домой сама? Почему? А ты... Подожди, ты куда, Толя? Ты что? Ты же инвалид второй группы. Да он же тебя, господи, он же тебя убьет, Скажи, а ты когда был живой, ты представлял себе небесный суд? А я представлял. Грешники, черти. Венечка, мы не используем понятие черти. Всякие скелеты вылезают из могил, а ты лежишь под одеялом, и тебе хорошо, потому что ты пионер. И эта херня тебе, совсем не касается. А тут как в жизни. Ждешь 40 минут, как будто холодильник в интернет-магазине заказал. А на самом деле, что заказали? Контрабандный сигарет? Простите, а вы кто? Вижу, у вашего друга родилась искрометная шутка. Конь в пальто. Почему конь? Алекс, тоже юрист. Андрей, прокурор первой ступени. Вениамин, туповатый друг. Так все-таки алкоголь? Кофе? Простите, мы не имеем чести быть с вами близко знакомы. Но имеем честь предложить вам отсюда. В противном случае вы будете посланы. Интересно, куда? В общем, actum est лечит, что означает «гуляй, дядя, я закончил». Препарарум ad mortum, что означает вам конец, ребята. Потому что я только начал. Контрабанда, пьянство, колоссальное количество дисциплинарных проступков. В этом случае назначается инквизиторская проверка, по итогам которой кто-то из вас сложит свои полномочия и отправится в сектор раздумий, иначе именуемый ад. 3 смертельных галочки. Достаточно получить адвокату или прокурору, иначе говоря, проиграть за время проверки 3 дела. И стражи в серых хламидах постучаться в ваш дом. А главное, все время на меня смотрит крыса. Крыса смотрит на вас, потому что знает, что развратная жизнь разжижает мозг. Очень приятно, что нас инспектирует человек с большим личным опытом. Но, по-моему, кодекс Верховной Инквизиции гласит: будь беспристрастен, не делай поспешных выводов, не упивайся могуществом, ибо всякому царству приходит... Мы не используем подобные понятия. Извините, господин инквизитор, у нас неотложное дело – убийство. Аперто либро? Без подготовки, с листа.
таком случае, я думаю, этим делом займется самый умный. А я в порядке показательного урока выступлю на другой стороне. Входящий. А? Обстоятельства вашей смерти. А я что, умер? Нет, Виталий Олегович, это меня сейчас тащит закапывать. Быстрее, суд должен определиться, в какой вам сектор до захоронения. Как вы умерли? Я подавился. Кажется, я подавился. Тупой пенс, он дал мне пощечину, а у меня справа шатался зуб. Вы будете осуждены по последнему деянию. Вся ваша жизнь будет рассмотрена в контексте последнего деяния. Прошу. Нет, а почему по последнему деянию? Если бы вы только знали, как меня задолбал этот вопрос. Мужик, ты пойми, я Паркер искал, он до хрена денег стоит. Да, но вы публично унизили мою жену. Да чем? Что, сказал, что у нее старые маленькие сиськи? Люди! Кто-нибудь! Кто-нибудь! Господин прокурор. Ваша честь, господа присяжные заседатели, я буду краток. Не обманитесь. На первый взгляд перед вами едва ли не жертва. Страдалец, пусть и нелепым образом, но ушедший в отсвете лет. Но этот же самый человек за 2 часа до собственной гибели в поисках ручки Паркер заставляет публично раздеться пожилую женщину. Непосредственно перед смертью он произносит, цитирую, «У нее маленькие и старые сиськи». Слова были адресованы супругу, прожившему 36 лет с этой женщиной, произведшему на свет 3 детей и наверняка не раз любовавшемуся картиной «Любимая, как Мадонна кормит той самой грудью младенца». Позиция обвинения – глумление над святынями. Обвинение просит для подсудимого этапирование на 1-й уровень сектора раздумий. Глумление над святынями, оскорбление религиозного чувства. То, чего в последнее время мы так сильно боимся. В истории был прецедент. 11 ноября 1599 год. Венецианская инквизиция. Подследственный, повторно допрошенный, продолжая упорствовать, указал на звезду за окном и сказал, что звезды – это миры. И наш мир, если смотреть из неба, это тоже звезда. Романтики. Люди, не боящиеся говорить то, что думают. Полгода спустя подследственный был казнен. Его имя – Джордано Бруно. Захоронение через 8 минут. Я убил человека одним ударом. Он был не человек. Он увольнял девочек, которые не захотели с ним спать. Он воровал у своего же собственного партнера. Он не поехал на похороны к матери, потому что, видите ли, улетал в Таиланд. Одним ударом. Я не допущу. Слышишь ты? Я не допущу, чтобы ты сел в тюрьму. Джордано Бруно. Джордано Бруно. Джордано Бруно. Не дайте себя одурачить. Джордано Бруно оставил после себя книги горюющих учеников. Наш подсудимый, тупо подавившийся собственным зубом, не оставил после себя ничего. Ни жены, ни детей. Он жил исключительно ради собственного удовольствия. Протест. Голословное утверждение.
Протест принимается. И если вы примете неверное решение, он отправится в сектор покоя. Протест. Давление на присяжных. Протест принимается. А несчастный интеллигент, вступившийся за честь собственной жены, отправится прямиком в тюрьму. Камеры наблюдения системы «Небесное око» передают, что супруги зрение жены -5, зрение мужа -6. В данный момент просто не видят, что делают, и закапывают тело прямо на клумбе, где завтра будут вестись озеленительные работы. Ну, обвините моего подзащитного еще и в том, что своей смертью он нанесет озеленителям эстетический шок. Мой подзащитный всего лишь назвал незначительных размеров молочную железу в стадии инволюции именно таковой. И прецедент. 12 февраля 1334 года. Детская комната Небесного суда. Разбирается дело Хуана Рамиреса, последним деянием которого было воскликнуть: «А король-то голый». Это в сказке. Для мальчика все закончилось хорошо. А реального ребенка подняли на пике. Обвинение, глумление над святынями. Оправдан судом присяжных в 23 часа по Гринвичу и распределен в сектор покоя. Простите, коллега, но мне почему-то кажется, что у вас первая смертельная галочка. Андрюх, ты реально ничего не мог сделать. Он машина, он знает все прецеденты со времен первых обезьян. Подожди, мы куда? С какой целью берутся тела? С целью ухода за местами погребения. И захоронения. Пожалуйста. А ты умеешь? Венечка, а ты что, боишься умереть? У меня есть одна свидетельница, Таня, обалденная дева, да и Кирин. Ух ты, а как же большая любовь Люция? Слушай, перестань, пожалуйста, это было 100 лет назад, до нее. Так, давай, заказывай, пойду отолью. За что я люблю костюмы, вот за этот момент. Заказывать что-нибудь будете? Да, дай Кире, пожалуйста. Понятно. Что значит понятно? Да приходил тут один. Заказал. Так что прошло не 100 лет, а месяцев 7-8. Не может быть. И поэтому ты предпочел смыться через окно туалета. Андрюх, что мне теперь делать, а? Что делать? Я люблю Люцию. Я пригласил ее в пятницу на свидание. Я заказал ее любимые черешни. Господи, какой я дурак. Какой я... Венечка, ты не дурак, ты идиот. Вень, забеременеть от костюма все равно, что залететь от горнолыжного снаряжения. Ну, здравствуй. Привет. Привет. Ну, здравствуй, Убальда. Дядя. Семья знает, что ты достойно вел себя в секторе раздумий. Но постарайся больше туда не попадать.
Не знаете, что там за шум внизу? Семейство Амора гуляет. А здесь у нас птичник. Да. Традиция выпускать птичку не попадает под прямой запрет Кодекса Верховного Суда. Да? Откройте, пожалуйста, окно. Нет, подождите, подождите. Ну, ведь столько же людей на земле надеются и ждут, что птичка постучит в окошко и принесет последний привет от любимых. От каких? Милая девушка, никакой любви нет. Есть. Семейство Амора возбуждает любовь посредством прямых, одиночных и парных выстрелов. Амора выгодно поддерживать эту легенду. Самый доходный бизнес в мире. Наркотики, игры и секс. А еще в секторе раздумий все бабы тощие. Такое мучение, когда ни спереди, ни сзади. Я знаю, почему тебе толстый нравится. Ну? Это ж какая мишень. Правда, вторая пуля уходит в молоко. Бедная Плюшечка влюбляется в первого, кто попадется ей на глаза. Я лучший стрелок клана Амора. Может, пойдем постреляем? Тихо, подожди. Господин прокурор, с вами все в порядке? Да. Тогда разрешите представить вашего стажера? Моего стажера. Все эти проверки это необходимо. У нас на участке давно не готовили. Подрастающее поколение. Подрастающее поколение покойных. Эвредика. Почему именно я? Во-первых, вы один из самых опытных юристов. Во-вторых, достали вы меня все. Да вы не расстраивайтесь. Я вас очень понимаю. Вот у меня во 2 классе завелись вши. Я тоже ужасно расстроилась, а потом выяснилось, из-за этого не надо сдавать зачет по плаванию. Представляете? Мужики! Сейчас у грузовика колесо отвалится! О, бедные. Мальчики, как хорошо, что вас только 5 человек. Да, это еще легко отделались. Поздравляю. Я сейчас анкету. Да, Корнеев. Я знаю. Можно автограф? Ваш гол Нойера в финале, это... Но у меня 2 хорошие новости. Можно? Во-первых, у нас здесь очень любят футбол. А во-вторых, судить вас будут не как в Грозном, а честно. И по последнему деянию. Почему по последнему? Парни, ну не провоцируйте меня на ответ по кочану. Форвард, 2 полузащитника. Практически полный состав. Что-то случилось? Ой, а это у нас кто такой? Это то, о чем я тебе говорил. Взяла вам в буфете пирожков с луком и яйцами. Хотите? Только они невкусные. Потому что это иллюзии, деточка, иллюзии.
Мы умерли от свиного гриппа, во втором классе у нас были вши и закончили юрфак в какой-то невменяемой забегаловке. Смотри, Шарапов. Иди. Господа, большая часть билетов счастливые, то есть пустые. На некоторых есть фамилии подсудимых. Полузащитник Хромов кого? Пусто. Девушка? Девушка-стажер. Она еще ничего не умеет. Ну тогда билет за нее должны вытащить вы. Подождите, стоп. Это нечестно. Да ведь тогда все будем тащить по 2 билета. Пожалуйста. Пожалуйста. Корнеев. Да неужели? Вы прокурор, вы адвокат. Если один выиграет, другой проиграет. И кто-то принесет другому смертельную галочку. Летчик, ты летчик, вот тебе листочек, сделай из него самолет. Напиши на крыльях имя и фамилию, день, месяц и год. У тебя по первому делу кто прокурор? Рыжий. Готовься. Андрюх, я не хочу в ад. Почему? Хочешь жить нормально, никому ничего плохого не делаешь. Все равно чувствуешь себя козлом. Отец Небесный, не время для околофилософских законов. Да, я понимаю. Понимаю. Извините, мы уже не работаем. Ты? Привет. Привет. Я пришел оставить точки над «и». Что касается ребенка, это не может быть мой ребенок, потому что это… Конечно, пожалуйста, ты ничего не бойся. Я же тебя ничего не прошу. Вот мы за все расписываемся, за каждый паршивый ноготь. Палец телу прищемил, штраф 120 УЕ. А как вы хотели? А я бы хотел знать, правильно ли вы их храните. Не может ли там завестись плесень или чего похуже? Чего похуже? Не может, например, женщина забеременеть от этих ваших тел? Вы что себе позволяете? Я на этом посту 200 лет. Тела хранятся в строжайшем соответствии с ГОСТом. Слушается дело полузащитника Сергея Хромова, погибшего в ДТП. Слово обвинения. Ваша честь, уважаемые господа присяжные заседатели. Итак, 5 футболистов погибают одновременно. Но означает ли это, что их всех ждет одинаковая посмертная судьба? Пип-пип. Внимание на экран. 10 секунд до последнего деяния. 5 секунд до последнего деяния. Секунда. Стоп! Убийство. Господа присяжные заседатели, последним деянием подсудимого было убийство. Акстись, рыжий, акстись, скажете вы мне. Это же всего лишь компьютерный монстр. Совершенно верно отвечу я вам, но, к моему большому сожалению, ничто в этой жизни не бывает случайным. И полузащитник Хромов уже убивал. Когда? Извините. За 2 недели до этого случая. В кофейне, на набережной. Там, за чашечкой латте и бисквитом ирландский трюфель, подсудимый сказал своей знакомой Авдеевой Наталье Борисовне, цитирую: «Я же не хотел этой беременности. Мы взрослые люди. Ну, о таких серьезных вещах сперва нужно договариваться. Ведь правда?»
Продолжаю цитату. Если хочешь, я оплачу аборт. Господа. Господа. Взрослые мужчина и женщина приятно проводят время вместе. А дальше по-любому. Она страдалица, он подлец. Представляете, если вас пригласили в ресторан и сказали, что только что за ужином вы съели жабу из Красной книги. А главное, что за это вы должны нести ответственность. Ну не знал он, что ест жабу! Не знал! Поэтому позиция защиты невиновен. Нет, нет, нет. Нет, невиновен. Нет. Венечка, ты сравнил нерожденного ребенка с жабой. Никого я с жабой не сравнивал. Нужно было признать вину. Дальше, смягчающие обстоятельства. Ты бы выиграл. У тебя тоже есть смертельная галка. Не надо позволять чувствам брать верх над тем, что называется головной мозг. Это говорит человек, которому девушка приносит пироги с яйцами и луком. Венечка, не говори чушь, хорошо? Каким ты был, таким ты и остался. Вень, она навязанный мне стажер. Орел степной, степной, степной. Вень, ты когда поешь, мертвых вокруг тошнит. Все равно шаг. Мои красные, Веня! Я хочу подать жалобу. Опять кто-то забыл жвачку в арендованном теле. Я требую защиты чести и достоинства. Я настаиваю на официальной проверке. Я отличник хранения тел с 1876 года. Я кавалер ордена посмертного труда 3-й степени. А кто-то пытается намекнуть на то, что я неряшливый старикан. Август Карлович, ну это же глупость. Ну ежу понятно, что нельзя забеременеть от костюма. А если я это приму, то начнется проверка. И комиссия выяснит, что... Вот, пусть она выяснит, что адвокат 2-й ступени вступает за свидетельницей в интимные отношения, что кто-то на землю шастает не для того, чтобы работать, а чтобы... Тише, тише. И пьянствовать. Я устал покрывать всех только потому, что они свои. И форвард Корнеев достает телефон и сбрасывает звонок. Можно отмотать и увеличить. Запишите номер телефона и пробейте по базе мобильного оператора. В чем собираешься обвинять? Ну, надо выработать стратегию, Венечка. Вы не могли бы нас оставить на минутку? Да. Андрей, вы, пожалуйста, не беспокойтесь. Я вас никогда не предам. Каким ты был, таким ты... Итак, стратегия. Стратегия. Я считаю, что за один только гол Ювентусу он уже заслужил себе путевку в рай. Сразу собирается мне проиграть. Я? Ну? Нет, ну кто-то же из нас проиграет. Благородного решил дать. Ладно. Готовься. Каким ты был, таким ты и остался. Девушка симпатичная. Добрый день. Простите, что-то случилось? Ну, я же вижу. Какие все-таки мужики примитивные.
как он скучал по жене. Но появляется молодая мордашка, и все. Ты вот про стажерку. Да, мне, собственно, все равно. Он казался такой цельный, особенный. И как все шито белыми нитками. Он с ней демонстративно холоден. Она заглядывает ему в глаза. А всем окружающим хочется немедленно покинуть помещение. Да просто неинтеллигентное поведение. А еще у нее ноги иксом. Это не имеет никакого значения. В Индии крестьянин женился на самке сирийского хомяка. В Индии крестьянин женился на самке сирийского хомяка. Кто? Повторяю вопрос. Кто? Дон Серджио, в тот вечер мы все немножко выпили. 2 гильзы на полу судебного холла тоже немножко. Да? Ты много лет провел в заключении. Поэтому я тебе поясняю. Мы диаспора. Мы не стреляем в местах скопления коренного населения. Если мы хотим здесь жить... Приятного аппетита. Простите, пожалуйста, я могу спокойно поесть? Сядьте. Люди, это становится уже просто смешно. Я даже не говорю про пирожки с луком. Мне объяснили, не надо ничего брать в бок. Между нами нет и не может быть никаких отношений. Мне это неинтересно. Вам должно быть просто неловко. Во-первых, я женатый человек. Во-вторых, я старше вас. В-третьих, и вообще закроем на эту тему. Я вам совсем не нравлюсь. Нет, я сейчас уйду. Я уйду. Просто я хотела вам сказать, что мне трудно. Потому что я-то вас полюбила. Я буду строго соблюдать субординацию. Вот. Антону Корнееву перед смертью звонил его друг Сергей Зайченко. Но если пересмотреть запись, видно, что Антон сразу сбросил звонок. А почему он в нашем комбинезоне? Это комбинезон 2016 участка. Сергей Зайченко погиб в тот же день, напившись и разбившись на мотоцикле. Последним его деянием было сказать: «Антоха меня не простил». Да. Что за внеочередное заседание? ¿Qué pasa, amigo? У нормальных людей сиеста. В рамках разбора дела о защите чести и достоинства внутренний триумвират затребовал показания ныне живущего, реализованные через сон. Ныне живущий свидетель, именуемый здесь и ниже просто свидетель, будет приглашен в зал суда во время своего земного сна, допрошен, воспринимая происходящее как жанровый сон, и лишен воспоминаний о допросе-сне во время своего земного пробуждения. Земное пробуждение свидетеля произойдет через 10 минут. Слушается дело по защите чести и достоинства. Истец Рильке Август Карлович, ответчик Вениамин Шведов. Здравствуйте.
Вы как-то очень напряжены, нет? Но девушку можно не бояться. Она же ни разу не видела вас, натюрель. А вот сектора раздумий я бы опасался. Котлы, раскаленные щипцы. Не фантазировали на эту тему? Иллюзия корвалола. Всегда очень нервничаю, когда костюмы выносят за пределы хранилища. Там на земле я хотя бы не вижу, а они с ними творят. Вот. Хороший был костюм. Популярный. Но ваш Вениамин Шведов столько в нем жрет. Но он его просто растянул. Август Карлович. Спасибо. Свидетельница, вы знаете кого-нибудь из этих мужчин? Что с ним такое? Так вы не надо, трогать руками нельзя. Вы не бойтесь, это не труп, но встаньте, наверное, на свое место. При каких обстоятельствах вы познакомились? Пожалуйста, пожалуйста, пусть она скажет, что мы познакомились в библиотеке. Он приходил к нам в бар, он заказал дайкири. Господи, а что это такое с ним, если он не труп? Девушка, вам нельзя волноваться. Вы вступали в сексуальные отношения? Извините, что? Прошу, вы вступали в сексуальные отношения? Дедушка, вы что, хотите поговорить об этом? Это небесный суд. Ну, хорошо. 9 сентября, в мой день рождения, я вступила с ним в сексуальную связь на территории бара-кафе. Какие еще подробности вас интересуют? 9 сентября путевку и счет фактуры на использование муниципального мужского тела, артикул 1246, получил адвокат второй ступени Вениамин Шведов. Ну вот и все. Доказанная сексуальная связь с земной женщиной. Рильке. Август Карлович заявляет, адвокат второй ступени Вениамин Шведов путем гнусных инсинуаций пытался обвинить меня в беременности вышеупомянутой гражданки. Подождите, значит так, вот подождите секундочку, я что-то совсем не могу понять, а почему здесь какие-то Августы Карловичи, вообще, почему здесь весь этот бардак? Вообще-то моя беременность, это моя беременность, понятно, и она вообще-то никого не касается. Де-факто, это его ребенок. А вообще он мой, только мой. Вы что, хотите сказать, что вы ожидаете ребенка вот от этого гражданина? Простите, пожалуйста, а вы что, не поняли? Август Карлович уверяет, что этого просто не может быть. Свидетельница, вы несете ответственность за дачу ложных показаний. Вы меня все достали. А знаете, он тоже говорил, что это не его ребенок. Но фигня-то в том, что у меня за последние 4 года не было других мужчин. Господин старший инквизитор. Что вы хотите услышать? Свидетельница под присягой показала, что не имела иных предпосылок к зачатию. В данном случае мы должны действовать в соответствии с протоколом, не так ли? Прошу меня простить за дерзость, но ведь в истории уже был прецедент. Мне интересно, кто произнесет из вас это вслух. Окей. Анна Домини. Именно под этим грифом однажды рассматривалось дело о непорочном зачатии.
Но я предлагаю все же быть более деликатным в формулировках и возбудить дело о присвоении либо опровержении статуса последователей, продолжателей традиции. И, разумеется, адвокат второй ступени сможет претендовать лишь на звание в узком секторе и метафорическом контексте носителя частично тех же функций, что и Святой Дух. Просто какой-то сумасшедший дом. Слушайте, а мы где находимся? Это какое метро? А? Это далеко от метро. Куда? Слушайте, хотите булочку с кефиром? Он вообще хороший, очень хороший. Знаете, он просто от неожиданности, он сильно испугался. Вот скажите, вот вы бы, наверное, так матом кричали, если бы вам кошка со шкафа на голову упала. Да? А вот смотрите, кошка хорошая. Вы, наверное, тоже не трус. Так вот. Просто так сложились обстоятельства. Вы сейчас проснетесь. Девушка, просыпаемся. Конечная, мы приехали. Ответчик, подойдите. Где вы похоронены? Вам зачем? Собираюсь высадить Анютины глазки и съесть яичко на вашей могиле. Так. Ушеславское кладбище, 3-я могила, 6-й ряд. Пожалуйста, только не эксгумация. Винчик, им просто нужен образец твоей ДНК. Ну зачем? Так обычно начинается процедура канонизации. Ну, ты же знаешь, что из меня святой, как из дерьма пуля. С другой стороны, это бы тебя спасло. Ты бы стал неприкасаемым. Я хочу получить тело. По вашей милости, меня эксгумируют. Имею я право хотя бы на кладбище побывать? Сначала официальный вердикт комиссии, затем вы передо мной извинитесь, а уж только потом вам будет возобновлен доступ к телам категории С. Костюмы пожилых женщин и жирных детей. Тогда я буду тырить у вас тела. Жрать в них чеснок. По 10 часов не менять носки. И в этих носках буду ставить обратно. Вашему любимому костюму школьный завуч я татуировку сделаю на жопе в виде лебедя, взмывающего в небеса. Здесь есть кто-нибудь?
Простите, это что за станция? Это сон. 100 раз говорила тебе и просила передать Морфей. Пожалуйста, уберите дождь за окном из каталога снов. Каждый раз просыпаюсь с мокрыми ногами. А завтра буду думать, что это Хрюша надул мне в постель. Между прочим, взяла собаку. Тебя не было 3 недели. Как бы ты отнеслась к тому, если бы я вдруг оказался святым? А именно? Ну, если бы вдруг, не от меня, конечно, а посредством меня, Забеременела? Что-то другая женщина. Все? Культурная женщина. Банка из-под сардин меня кинула. Больно? О, откуда? Стив с собой захватил. 10 штук. А сам где? Сразу сектор раздумий. Смотри. Венчик, на плей нажми. Че? На плей нажми. Серега. Серега таки разогнался, пытался затормозить, но случайно воплотил план и убился о дерево. Осталась жена, 2 детей. Доведение до самоубийства? Я понимаю, что вина Корнеева косвенная, но он должен испытывать хотя бы муки совести. Никто никому ничего не должен. Не надо в человека сардинами кидаться, если он не отвечает твоему представлению о слове «святой». Хорошая штука. Колыбельная для тех, кто украл, не спросил и взял цветной металл, собирал плоды в чужом саду. Спите, дети, папа ваш не уснуть. Ровно в 12 часов по ночам, как заведенный из гроба, встает барабанщик. И скачет он взад и вперед.